Добрый вечер, уважаемые коллеги. Как всегда, воскресенье, как всегда, проект Forex Times, Дэн Стрелков. И сегодня уже по традиции рассмотрим вероятное движение торговых инструментов на предстоящую неделю. Это будет евро-золото и сегодня бонусом австралийский доллар, по которому профессиональные участники Чикагской товарной биржи дали нам сумасшедшую просто подсказку. И опять же, разрешите традиционно пригласить вас в комьюнити Forex Times. Приходите, вы никогда не пожалеете. В комьюнити вы найдете торговые рекомендации, непосредственно с уровнем входа, стоп-лосс, тейк-профит обязательно, риск на сделку, конечно же, перевод в безубыток и закрытие, уровень закрытия ордера и на 90%. Я все торговые сигналы графически еще и объясняю. Плюс вы найдете ежедневные прогнозы по данным Чикагской товарной биржи. Каждое утро я публикую прогнозы, которые вы можете использовать для внутридневной торговли, так как торговые рекомендации в основном среднесрочные в комьюнити Forex Times. Также приходите, вы найдете обучение, чат, в котором мы можем разбирать любые торговые инструменты, которые вас интересуют. В общем, приходите, вы никогда не пожалеете. Буду рад вас видеть в комьюнити Forex Times. Ну что ж, поехали с евро. Друзья, основная идея заключается в том, на данный момент, что после образования треугольника, который является предпоследней волной, мы получили, в принципе, конечный импульс, и в данный момент уже развивается движение в противоположную сторону. Почему основной идеей на ближайшие недели будет торговля вниз? По той простой причине, что внизу по-прежнему остаются актуальными опционные контракты PUT примерно на сумму 4 миллиарда долларов, и что самое интересное, за последние 2,5 недели еще появился 1 миллиард опционных контрактов PUT, то есть профессионалы ждут снижения данного торгового инструмента как минимум в эти скопления опционных контрактов PUT. Но на ближайшую торговую неделю я не предполагаю такого сильнейшего снижения, по той простой причине, что если мы обратимся к данным фьючерсного рынка Чикагской товарной биржи, то мы увидим, что за последний отчетный период у нас количество покупателей увеличилось на 17%. И это очень интересно, потому что отчетный период, вот я вам его обозначил, посмотрите, пожалуйста. Что происходит? Вы прекрасно видите, происходит падение торгового инструмента, а на фьючерсном рынке увеличение покупателей, не уменьшение покупателей, не увеличение продавцов, а напротив, на снижении торгового инструмента покупатели входят в рынок фьючерсными контрактами на покупку. Да, конечно, я могу предположить, что это произошло из-за того, что вот в этом месте, где было огромное скопление опционных контрактов PUT на сумму 669 миллионов американских долларов, вероятно, огромное было вливание фьючерсных контрактов на покупку. Но что нам это может грозить на ближайшую торговую неделю? И предположу, что в данный момент развивается импульсное нисходящее движение, а именно волна 1, коррекция 2, импульс 3, коррекция 4 в виде возможного диагонального, прошу прощения, симметричного треугольника и продолжение снижения к уровню скопления опционных контрактов PUT на 74 миллиона долларов в волне номер 5, после чего мы, скорее всего, увидим именно этот рост, который будет спровоцирован увеличением покупателей на 17% в направлении скопления опционных контрактов уже call на сумму 73 миллиона долларов. И это у нас волна 1 или А, коррекция волны 2 или Б и потом дальнейшее снижение. Коллеги, сразу оговорюсь, я не советую торговать коррекционные волны, даже если я напишу, конечно же, эту коррекцию сегодня в недельных прогнозах, и плюс здесь потенциал роста примерно 200 пунктов. Но все равно, друзья, надо понимать,
что с большой вероятностью это будет коррекция, после чего снижение в импульсе. Так вот, снижение в импульсе именно по импульсу, именно по тренду я рекомендую торговать, а вот коррекции нет. Но если у вас чешутся ручки, вы запросто можете попробовать поискать покупки от уровня 1.1720 в направлении уровня 1.1920. 200 пунктов, собственно, потенциальное коррекционное движение по данному торговому инструменту. Золото. Здесь ситуация имеет два решения, и я думаю, наверное, никому не понравится то, что я сейчас скажу, но, в принципе, я должен это сказать. А именно, друзья, весь смысл заключается вот в этой волне, именно в первой волне снижения. Допустим, эта волна снижения импульсная. А следовательно, мы получаем с вами раз, два, три, четыре, пять импульсную волну роста А, далее коррекцию волны Б. Сейчас получаем раз, два, три, четыре, пять волну С импульсную, так как у нас волна А была импульсная, после чего большой разворот вниз. Вот у нас коррекция продолжается. Либо, а если эта волна не импульсная, а коррекционная в виде вот такого зигзага. И если это коррекция, которая, допустим, закончилась, ведь на самом деле это может быть W, потом может быть X и еще один зигзаг Y. Но это такая же комбинация, которую я вам только что показывал, если эта волна импульсная. Но ежели коррекция уже закончилась, и прошла она вот таким образом А, Б, С, то мы получили с вами раз, два, три, четыре, пять импульсную волну 1, далее коррекционную волну 2, и сейчас цена по золоту снова улетает в небеса. А теперь вопрос, блин, так а что делать-то, собственно? Ну, могу предположить, но вам не понравится, ничего не делайте. Но я прекрасно понимаю, что процентов 90 всех трейдеров по какой-то причине мне неизвестной, как я не бьюсь, мне никто не может нормально объяснить, почему вы торгуете все золото, но 90% трейдеров предпочитают золото. И да, ответ, потому что оно волатильно, не прокатит. По той простой причине, что если вы знаете, что такое математика управления капиталом, слово волатильно и прибыль, и убыток для вас не имеют никакого значения абсолютно. Неважно, насколько волатилен торговый инструмент, с помощью математики управления капиталом можно доставать и из золота прибыль, и из любого другого торгового инструмента такую же прибыль. Так вот, что мы можем сделать? В любом случае, как мне кажется, у нас играет ключевую роль вот эта волна импульсная. Если мы предполагаем, что у нас будет рост, а потом падение, запомните, вот этот рост все-таки кусочек предполагается. А если мы предполагаем, что мы вообще разворачиваемся дальше вверх, то улетаем в небеса. Следовательно, предполагаю, давайте перескочим на часовой таймфрейм и посмотрим, что здесь. Вот, здесь у нас есть на данный момент три волны. Смотрите, пожалуйста. Раз, два, и сейчас развивается третья. Нам нужно еще четвертая, пятая, потом коррекция и выставить отложенный ордер buy stop и под коррекцию стоп-лосс. В чем смысл? Смысл такой, что если да, действительно, здесь у нас импульс, коррекция, импульс и потом разворот вниз, то я думаю, что получив здесь небольшую прибыль, вы переведете уровень стоп-лосса в безубыток, и даже если рынок развернется вниз, вы не получите убытки по вашей покупке. А если вы были правы, цена полетит в космос, ну и пусть она летит, без вопросов, пусть улетает. Более того, друзья, если здесь будет импульс коррекции, импульс с последующим разворотом, то разворот начнется обязательно с импульсной волны. Потому что вот здесь у нас, если мы считаем, что полетим вниз, значит здесь импульсная волна. Если у нас импульс вниз, то значит
Дальнейшее падение начнется с импульса коррекции, и вы сможете перевернуться sell-stop и стоп-лосс вот сюда. Вот, но я предполагаю, что все-таки мы начали рост, потому что здесь раз, два, три. Здесь зигзаг больше подходит, чем импульс. Тем более, друзья, раз, два, три, четыре, пять. То есть уже есть импульс волны 1, импульс волны 2, прошу прощения. И сейчас действительно можно выставлять buy-stop и стоп-лосс на покупку в надежде, что волна номер 3 и дальше в космос. Вот таким образом, я предполагаю, можно отработать золото. Но помните, что тут два варианта, на самом деле два варианта. И, как я сказал, подарочек от австралийского доллара. Напомню, что в течение нескольких месяцев, начиная, собственно, от этого месяца сентября, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, я все время говорил, помните, про уровень 0,68, 0,68, 50. Так как у нас было достаточно крупное скопление опционных контрактов, кол, почти на миллиард. Почему почти? Тут миллиард долларов запросто насчитать можно. Плюс максимальный открытый интерес по месячным опционным контрактам кол находился здесь же все время. И цена прекрасным образом протестировала данное скопление опционных контрактов, однако мы не увидели реакции. Я предполагаю, что, конечно же, профессионалы заходили от этих уровней сопротивления фьючерсными контрактами на продажу, но рынок не отреагировал. И что же мы получили? Смотрите, как интересно. У нас прошла экспирация месячных опционных контрактов по австралийскому доллару на Чикагской товарной бирже, и мы увидели что? Мы увидели резкое изменение ожидания профессионалов, то есть они уровень поддержки, которым является максимальный открытый интерес по месячным опционным контрактам PUT, резко переписали вверх. Стоп, а где же у нас наши месячные опционные контракты Call? И вы сейчас увидите, это подарочек. Сейчас я вам это покажу. Ох, какая красота, друзья! Мало того, что профессионалы переписали свои ожидания вверх, вы посмотрите, как красиво. 406 миллионов, 317 миллионов, 88 миллионов долларов, 162 миллиона долларов, 101, 117, 33 и максимальный открытый интерес по месячным опционным контрактам Call. Только что я вам показывал скопление точно таких же контрактов. Здесь тоже на миллиард долларов я вам запросто нарисую. Там был миллиард долларов, тут миллиард долларов. Друзья, теперь у нас уровень 0,72. Это наш уровень, куда с большой вероятностью будет двигаться цена. Но самое интересное, что в отличие от евро, где я предполагаю, что рост у нас будет коррекционный, потому что импульс у нас нисходящий и рост коррекционный примерно в 200 пунктов, по австралийскому доллару рост не коррекционный, а импульсный, потому что мы с вами получили коррекционное снижение и получили импульсный рост. Остается дождаться, чтобы войти в рынок, остается дождаться небольшую коррекцию, поставить отложенный ордер buy stop и под коррекцию стоп-лосс и take profit на уровне 0,72. Ну вот я считаю, что мы с вами очень неплохо можем заработать. Однако, ну без однако я же не могу, правильно? Однако есть, конечно, еще один вариант, что может образоваться начальный диагональный треугольник нисходящий. Раз, два, три, четыре, пять. Вот таким вот образом образуется, и после коррекции цена полетит вниз. Во-первых, если такое произойдет, то ваш отложенный ордер buy stop цена не заденет, а значит вы не получите убытки. И во-вторых, если такое произойдет, то вы сможете после образования данной фигуры после коррекции зайти на продажу.
Вот у нас есть два плана, и эти планы, в принципе, запоминаем с вами и отрабатываем. Но основной план, на который я смотрю прям с великим желанием, чтобы он осуществился, это, конечно же, покупка в направлении уровня 0,72, чего и вам, собственно, желаю. Ну что ж, друзья, на сегодня все. Еще раз традиционно в конце лекции приглашаю вас в комьюнити Forex Times. Напишите мне, пожалуйста, в личку. Данные вы увидите в подписи под видео. Вы никогда не пожалеете, если присоединитесь к комьюнити Forex Times, так как получите очень хорошие знания, и после буквально общения со мной в течение часа вы перестанете проигрывать свои деньги, я вас уверяю. Если вы все сделаете, как я вам расскажу, как необходимо торговать с помощью математики управления капиталом, вы перестанете проигрывать свои балансы своих торговых счетов. После чего, как вы наконец-то сможете торговать в районе нуля, мы с вами займемся обучением того, как увеличивать уже не ноль, а выходить на стабильную прибыль. Поэтому присоединяйтесь к комьюнити Forex Times, будем вместе работать, будем вместе зарабатывать. А на этом сегодня все. Всем классного вечера и всем пока-пока.